Приветствую всех на моем музыкальном канале «За пределами партитуры». Здесь вы сможете найти музыку в моем исполнении, а также видеоразборы произведений, в которых я рассказываю о важных исполнительских моментах, о том, как точнее прочитать и быстрее изучить новую партитуру, и что на самом деле скрывается за нотными знаками. Шарль Гуно «Вальс Джульетты» из оперы «Ромео и Джульетта». В вальсе Джульетты встречается много виртуозных пассажей. В самом начале Джульетта врывается в сценическое действие красивым взлетом на малую септиму и нисходящим хроматическим ходом. Она полна радости предвосхищения праздника, но в тот же момент в этом пассаже зарождается интрига, на что указывают хроматизмы. Для того, чтобы первый пассаж уложился во внутреннем слухе, я советую певицам пропеть пассаж несколько раз на октаву ниже, в полголоса, с полным названием нот. То есть также называть диезы и бемоли, и мелкие нотки украшения. Это будет звучать так: до, ре, до, си, бикар, до, си бемоль, ля бемоль, соль, фа диез, фа бикар, ми бемоль, ре бемоль, до, си бикар, си бемоль. Очень важно на протяжении всего пассажа сохранять ясное произношение гласного звука А. Этот звук произносится столько раз, сколько в этом пассаже нот, включая мелкие ноты. Пропевая пассаж с названием нот, можно представить клавиатуру фортепиано и клавиши, по которым проходит этот пассаж. Любая мелодия имеет свою метроритмическую структуру. Рассматриваемый нами пассаж состоит из 5 триольных звеньев. 4 первых звена состоят из четвертей, а 5-е звено из половинок с точкой. Таким образом, 5-е звено объединяет в себе 3 такта. Для того, чтобы лучше почувствовать триоли, можно попеть с легким акцентом на первой доле каждого такта, а в 5-й триоле акцент сделать в первом такте и в 4-м. Организовав таким образом этот пассаж, его легко собрать в одну длинную фразу. Для точной артикуляции звука А можно несколько раз пропеть пассаж на стаккато, сохраняя при этом легкие акценты на первых нотах триолей. Кстати, в партитуре над каждой нотой этого пассажа можно увидеть штрих, который выглядит как колышек и как раз указывает на то, что необходимо максимально ясно артикулировать звук А на каждой ноте. Гуно не выписал на верхнем си бемоле фермату, но есть традиция делать остановку на этой ноте. На мой взгляд, очень удобно сделать фермату ритмизованной. Чтобы фермата получилась ритмически оформленной, добавляется один такт с нотой си бемоль, то есть фермата длится ровно 3 доли, 3 четверти. В следующем такте на первую ноту, которая залегована, можно еще раз произнести звук А, чтобы выйти из длинной ноты на активном дыхании. Эта подготовительная работа поможет исполнять пассаж чисто, свободно и музыкально. В концертном варианте все эти детали остаются во внутренних ощущениях. Зритель должен услышать в этом пассаже не трудности, которые преодолевает певец, а восторг молодой девушки. Рассмотрим другой пассаж, который начинается в 152-м такте. Этот пассаж состоит из 4 звеньев. Они строятся по принципу секвенции, где 3 и 4 звенья варьированные.
Чтобы интонационно точнее услышать эти пассажи, вероятно, кому-то будет полезным понять, что первое и второе звено секвенции построены одинаково. В основе 5 первых нот минорной гаммы и опевание пятой ступени, а пассаж начинается с седьмой ступени. Сначала этот мотив звучит в соль миноре, а потом на тон выше, в ля миноре. В третьем звене минор меняется на мажор, и секвенционный сдвиг происходит всего на полтона, а не на тон, как в первом и втором звене. В основе остается 5 первых нот мажорной гаммы и опевание пятой ступени. Все это происходит в тональности си бемоль мажор. В четвертом звене первые 6 нот – это повторение первого мотива секвенции в до мажоре, то есть на тон выше. А далее происходит варьированное развитие с четырехкратным повторением нисходящей гаммы от ноты ля. Пропевание пассажа с названием нот и представлением фортепианной клавиатуры придаст уверенности в точном исполнении мелодии этого пассажа, а проучивание на стаккато сделает более ясной артикуляцией звука А, на котором исполняется пассаж. На первом этапе работы пассаж можно интонировать по 2 восьмушки, чтобы ни одна нота не выпадала из мелодии. Для лучшего ощущения организации по 2 ноты можно пропеть пассаж на 2 разных слогах. Это может быть та-ти или ти-ри, или любые другие слоги, которые нравятся певцу. На стадии подготовки к концертному выступлению мотивы нужно будет объединить по такту, делая легкие акценты на первых долях для интонационной устойчивости. В самом конце арии звучит пассаж каденция. В нем также важно найти секвенционные мотивы, которые помогают сделать этот пассаж не таким страшным, каким он нам кажется из-за большого количества нот. Пение пассажа через мотивы психологически облегчает исполнение, и пассаж перестает казаться таким длинным и непреодолимым. Я предлагаю интонировать мотивы секвенции не от сильной доли к слабой, а от слабой доли к сильной. Интонирование к сильной доле помогает закружить мелодию, легко пройти все мелодические повороты, придать естественности движению и виртуозности исполнению. К этому пассажу и другим пассажам, встречающимся в вальсе, в процессе разучивания можно применить все методы, о которых было сказано выше. Для того, чтобы придать ощущение сбивчивости дыхания, которое происходит с нами от избытка чувств, Гуно добавил к мелодическим нотам форшлаги и поставил много пауз внутри одной фразы. Очень часто форшлаги или не исполняются, или исполняются неточно. Для ясности форшлага нужно интонационно воспроизводить ноту, которой записан форшлаг. В вальсе Джульетты форшлаг иногда записан с нижней ноты к основной ноте мелодии, а иногда с верхней. Иногда форшлаг – это полутон, а иногда тон. Надо быть внимательным к тексту, чтобы разглядеть все эти мелкие детали. Для того, чтобы форшлаг прозвучал точно, необходимо в самом форшлаге активно произнести гласный звук, который попадает на мелодическую ноту. Это означает, что в первой ноте с форшлагом на слово «je» нужно 2 раза произнести звук «э». «Je, э». То же самое происходит и с другими форшлагами. Самая распространенная ошибка в исполнении форшлагов не только в вальсе Джульетты, но и в других произведениях – это когда форшлаг исполняется подергиванием гортани. Таким образом, пропадает сама нота, которой записан форшлаг, и остается непонятный гортанный звук, как будто певец хочет освободиться от чего-то в глотке, что мешает ему петь. Вальс Джульетты – это одно из редких произведений, где внутри мелодии встречается много пауз. Композитор использует такой прием, чтобы передать состояние героини. На этот момент, когда она ждет праздника, она в центре внимания, ее охватывает трепетное возбуждение. Самое главное, что нужно знать о паузах, это то, что не надо дышать в каждой паузе.
Надо научиться приостанавливать дыхание на паузах и затем естественным образом продолжать развитие мелодической линии. Для приобретения этого навыка сначала я рекомендую пропеть мелодию несколько раз без пауз, чтобы охватить целиком мелодические фразы и проставить дыхание между фразами. Затем, оставляя во внутреннем слухе звучание длинной фразы, делать паузы, как написано в партитуре. Когда вы захотите спеть мелодию без пауз, то вы обнаружите, что первые две фразы этой арии содержат в себе 32 такта. За большим количеством форшлагов и пауз мы можем потерять ощущение длинной фразы. Иногда я слышу, как певицы исполняют эту арию от форшлага к форшлагу, от ноты к ноте через формальные паузы, и это звучит тяжеловато. Изучая любое произведение, очень важно поискать жанровую основу музыки, которую вы собираетесь исполнять. В случае с вальсом Джульетты все очень понятно. Это танец, это трехдольный вальс. Но когда мы начинаем петь, мы об этом совершенно забываем, так как мы озабочены французским текстом и разными вокальными сложностями. Когда вы хорошо разобрались в деталях арии, то нужно вернуться к музыке, нужно услышать ее по-новому, в ее непринужденном, естественном движении. Если вы поете вальс, то вам нужно уметь закружить эту музыку от одной сильной доли к другой сильной доле и самой кружиться мысленно в этой мелодии. Тогда короткие мотивы сами сложатся в длинную фразу. Кстати, ясное представление музыкальных фраз очень помогает собрать форму произведения. Вальс Джульетты я вижу в форме рондо, так как есть основной раздел А, который на протяжении арии повторяется 3 раза, 2 отличающихся друг от друга и от раздела А разделы Б и С и кода. Для кого-то эта информация может показаться излишней, так как есть много исполнителей, которые интуитивно слышат музыку и ее форму. А для кого-то это может оказаться необходимым и поможет быстрому овладению этой виртуозной арией и легкому проживанию 4 минут музыки на сцене. Желаю вам удачи. Работайте тщательно, верьте в себя, и у вас все получится.